Становимся в мабу. Руки опускаем в кулаках практически на линию стоп или чуть-чуть вперед выведено. Спина ровно. Таз опускаем пониже, так, чтобы бедра были параллельно земле. Положение называется пинкуа. Макушечку вытянули, копчик подали назад, растянули спинку. Теперь делаем следующее. Поднимаем кулак к груди, немножечко проворачивается корпус, смотрим на этот кулак. Опускаем его на землю. Называется бить землю в пинкуа. Бить сильно не надо, это именно опускаем, но с таким усилием дополнительным. То есть не бьем в буквальном смысле. Кулаки, посмотрите, пожалуйста, глаз кулака смотрят друг на друга. То есть горизонтальные кулаки, условно говоря. Галя, не так, я же только что сказал о чем. Вот. Корпус скручивается слегка, когда кулак заводим. Хорошо. Садимся в левую позицию по туйбу. То есть левую ножку выпрямляем, садимся, сгибаем правое колено. Руки распирают. Правая ладонь около правой стопы. Локоть нажимает на правый локоть на правое колено изнутри. Пальцы правой ладони желательно, чтобы смотрели примерно в ту сторону, куда пальцы стопы. То есть не вот так, не вот так. Так рычага не будет. А вот так. Вторая рука за спиной, так, чтобы поддерживать вертикаль. Согнутая нога на полной подошве стоит на земле. Ну, на коврике. Хотем не так. На полной. Задней рукой, ну, в смысле, второй рукой пробую равновесие удержать. Пробуй. Во, вот уже почти практически процесс пошел. Стремись. Спинку стараемся не горбить. Смотрим, больше развернувшись в сторону выпрямленной ноги. Здесь, в отличие от даньши, колено выпрямлять можно полностью. В форме путуйбу из базовой работы, то есть из тех, которых мы растягиваемся, путуйбу делается на гибкость, колено выпрямляется. В даньши вот так, а в растяжке вот так. То есть сгибать, выпрямлять колено можно. Да. Теперь мягенько выталкиваем левую ногу, которая выпрямлена, выталкиваем в длину. То есть не просто сидим сейчас, а вот конструкцию удерживаем и хотя бы полсантиметра, сантиметр ее дальше вытолкнули. Вытолкнули. Чтобы прям почувствовать вот левый тазобедренный сустав. Ну, если вы в левосторонней сидите, то левый. Если в правосторонней, то, соответственно, правый. Меняем положение на противоположное. Руками опираемся. Сейчас никаких резких движений, чтобы мягенько все сделать. Руками оперлись, перекатились на другую ногу. Точно так же сели симметрично. Положение путуйбу с опорой на ладони. Выровняли спинку. Стараемся на полную подошву опорную ногу. Не горбимся. Смотрим, немножко развернувшись в сторону выпрямленной ноги. Саид, снимем ноу-хау. Форма с поддержкой. Выталкиваем ногу в длину, хотя бы на полсантиметра-сантиметр. Более интенсивные ощущения появляются, соответственно. Шевелить — это уже дополнительные. То есть, допустим, было вот у меня вот такое положение, вот оно исходное. Вот я сидел так.
Теперь я беру, опираю. Вот здесь я опираюсь на все, чтобы далеко не убежала. И толкаю ногу в длину. Раскрывается больше тазобедренная сустав. Перекатываемся снова на предыдущую ногу. Опираемся руками, чтобы мягко перекатиться. Руку, которая была изнутри согнутой ноги, ставим на колено. Опора той руки за спиной, она сохраняется, а рука, которая была внутри, ставим на колено. Стараемся также не горбиться. И опираясь на эту руку, отталкиваясь от колена, стараемся максимально скрутиться в сторону выпрямленной ноги. Ротация. До прямой руки. Стремимся вытолкнуть до прямой руки. Опять возвращаемся в предыдущее положение. То есть такая мягкая динамика. Корпус немножко наклоняется, это нормально, потому что когда вы руку выпрямляете, вас еще выталкивает наклон. Ну и ротация тоже должна быть заметная. Меняем положение. Повторяем все на другую ногу. Ставим ладонь на колено и пошла ротация. Время от времени делать такие чуть более длинные задержки с выпрямленной рукой. То есть провернулись чуть-чуть, там секунду, 2-3 подержали, отпустили. Хорошо. Опять поменяли ногу. Руки поставили, обе ладони близко около колена выпрямленной ноги. Около колена выпрямленной ноги. Опираясь на ладони, помогая себе, наклоняемся на выпрямленную ногу. Да, если нога здесь вот полностью растянута, она может опуститься на землю, это нормально. Если нет, тогда на весу. Меняем положение на противоположное. Ладони по бокам от колена. Опять меняем положение. Каждая смена обязательно очень плавная, не рвите. Плавненько, аккуратненько.
Теперь из этого положения мы опускаемся в положение дыча. То есть вот мы сейчас сидим по трубу, рукой помогаем себе не далеко убежать бедром и делаем так. Опускаемся. И пробуем прокачать эту ногу. То есть прямо вот туда-сюда. Потойбу, дача. Оно потребует более сильного раскрытия потойбу, как вы видите. Опустить колено. Да. Только между бедрами должно быть 90 или более градусов. Потойбу должно быть более раскрыто. Пробуем, пробуем. Я понимаю, что сейчас не у всех получится. Будете знать, к чему стремиться. Теперь остались дыча. И попробовали смену стороны вдыча. Показываю. Опираемся на ладони. Приподнимаемся именно за счет ладоней. Выпрямляем ножку и кладем на другую сторону. Пробуем. Аккуратненько за счет опоры. Если кто не понял, смотрите еще раз. Опираемся, приподнимаемся, переворачиваем. Выводим опять потойбу. Опускаем дыча. Собираем ноги так, чтобы потойбу стало более коротким, чтобы можно было именно перекатиться уже в потойбу. То есть плавненько перекатываемся. И теперь садимся в положение первого фейлуна. Подбираем стопу к себе. Положение первого фейлуна. Руки поставили внутри выпрямленной ноги. Одна рука, за бедром вторая. Ну, сейчас помогать вам будет. Провороты бедер. Первый фейлун. Второй фейлун. Третий фейлун. И обратно. Второй. Первый. Мягенько прокручиваемся в тазобедренных суставах. То есть работа идет в суставах. На полсекунды-секунду можно зависать в каждом из положений, то есть не надо спешить менять их. То есть мягенько чувствуйте, как сустав отпускает. Оставшись в положении первого фейлуна, опираясь на ладони, приподнимаемся и меняем положение. То есть переползаем фактически в такое же симметричное положение. Повторяем то же самое на эту сторону. Становимся в первый фейлун, поворачиваем второй и в третий.
Первый и второй это в принципе просто одно движение в бедре. Вот оно. А для третьего уже нужно развернуть больше корпус, чтобы уйти уже на вытягивание бедра. Хорошо. Теперь еще одно действие для вытягивания бедер, которое, я думаю, вам больше понравится, потому что оно проще и довольно быстро вам даст ощущение именно отпускания вот квадрицепса. Мы садимся, ножки вытягли. И теперь одну ногу подобрали. Сейчас я сделаю, наверное, правую, чтобы вам виднее было. С какой начинать здесь не принципиально. Подобрали вот так. Не совсем на подъем, но и не полностью боком. Как бы нечто среднее. Вот смотрите, это чисто на ребро, это чисто на подъем. А мы делаем нечто среднее. Ну, в принципе, как бы такое нейтральное положение, условно говоря. Колени очень близко друг к другу. Почти могут соприкасаться, либо там несколько, 10-15 сантиметров между ними. Ну, в смысле, что не разводятся. Сели. Это у всех получилось, правильно? Руки поставили сзади, ладошки. Отклонили корпус. Опустились на локти. Тут можно покачиваться, если чувствуете, что что-то не пускает. Вот в этом месте можно покачиваться. У кого получилось, опускаемся так, чтобы одноименную выпрямленной ноги руку завести за голову. Второй вариант, можно их завести сразу обе. То есть либо одну руку оставить на ноге, ее как бы подтягивать вот здесь, либо обе руки завести. Ну давайте сейчас вариант как раз сделаем все вместе, вариант с обеими руками за голову. То есть легли и лежим. Что-то шевелиться. А сгиб колена здесь это нормально? Да, абсолютно. Мы не выворачиваем колено совершенно. Поясница... Поясница в идеале лежит. Ну, если получается, конечно. Отдохнули, поднимаемся и отдыхаем на другую ногу. Сначала все этапы обязательно, даже у кого легко получается, сразу не плюхайтесь на спину, ну мало ли. То есть для подстраховки сели, завели ножку, поставили, все хорошо. Поставили руки за спиной, выровняли корпус, не гордость. Все хорошо, опустились на локти. Почувствовали, что все хорошо, опускаемся дальше. Нет, если кого-то сильно зажало, там дальше не пускает. Здесь покачиваемся. Тут тоже все можно делать, вполне себе эффективно растягивая бедро. И две руки за голову. Любуемся облаками. Хорошо, отдохнули, опять подняли себя корпус в вертикальное положение. Сели на обе ноги таким способом. То есть обе ноги согнуты, слегка выведены за пределы таза. То есть мы сейчас не полностью плотно на пятках сидим, но и не выворачиваем. Вот у йогов там такие выворотные положения, мы их вообще никогда не делаем. Нам не надо выворачивать. Вот это уже было бы нехорошо для коленей. То есть, скажем так, пятки упираются в тазовые кости, но не сильно близко друг к другу находятся. То есть такое же положение, как и было, только на симметричном, как бы параллельно двумя ногами. Та же самая история. Руки поставили за спину, корпус выровняли, проверили, что все хорошо, опускаемся на локти. Если дальше не пускает, остаемся на локтях, здесь покачиваемся. Если пускает, плавненько опускаемся, руки за голову. И еще раз отдыхаем.
Выходим тоже очень плавно. Сначала локти, опираемся на локти. Не подрывайтесь резко. Потом переходим на ладони. Выталкиваем себя руками. Есть. И еще один вариант, который практически ту же работу выполняет лежа на животе. Ложимся на животик. Одну руку ставим предплечьем на коврик перед собой. Предплечье перпендикулярно центральной линии. При этом корпус поднимается, верхняя часть тела поднимается вверх. Берем ножку. Облегченный вариант. Вот так, как она есть, так ее и притягиваем. Полный вариант. Разворачиваем пальцы туда, куда смотрят пальцы стопы, туда же пальцы ноги. В смысле, пальцы руки. И прижимаем как бы за счет этого действия как можно плотнее пяточку к ягодице. Смотрим вперед, ну туда, куда как бы направлена центральная линия. Наташа Порова такая. Очень сильно, у меня скат вперед. Вот это упражнение имеет одно отличное дополнение в плане того, что здесь растягивается не только нога, а еще и глубокие мышцы плеча. Вот после силовой работы, особенно туишоу и прочих, где вот здесь может зажаться, вот передняя часть плеча, но тут много мышц, малая грудная в частности, вообще связки плечевого сустава, они очень здорово вытягиваются как раз в ту сторону, которой добраться очень тяжело, вот здесь. То есть вы как бы расслабляетесь за счет того, что нога же давит сейчас на руку взаимно. Вот здесь растягивается все. Плавно отпускаем ногу. Делаем то же самое симметрично на другую. У кого получился полный вариант, может попробовать симметрично сделать на две ноги. Вот так вот это выглядит. Хорошо.